Я думаю, можно будет перейти к вопросам из зала. Но сначала обязательно метро провела конкурс, и люди присылали им вопросы. Я прочитаю несколько из них. Окей, первый вопрос довольно странный. Человек спрашивает, как вы относитесь к легенде о том, что Христофор Колумб открыл Америку? We had this question before, and у нас этот вопрос был раньше. You know, I think this goes towards what do I think about the fact that we moved into America and then promptly killed all the natives. Это примерно такой же вопрос, что мы все переехали в Америку и убили всех местных жителей. I don't think that was a good idea. Я думаю, что это не очень хорошая идея. Окей, я предупреждал, что странный вопрос. Вот из всех легенд на шоу, которые казались правдой, какая удивила вас больше всего тем, что это правда? After 250 episodes, Итак, после 250 эпизодов, it's an impossible question to ask. Невозможный вопрос, который мог быть задан. The way that I look at what I've experienced over the 14 years has been. И тот опыт, который приобрел после этих 14 лет, состоял в том, что more about its totality. Это тотальность. And the things that we've experienced have had high points that are memorable, but we were never really focused on and had no preconception about the actual myths. Дело в том, что были, что называется, взлеты и падения, но мы никогда не обращали внимания, действительно это был миф или нет. It was all about the process. Все было в центре внимания был процесс. And I'd like to point out that when we were doing this, we saw these experiments as adventures. Дело в том, что когда мы проводили эти эксперименты, мы относились к этим экспериментам как к приключениям. And so, you know, on an adventure like climbing a mountain, например, такое приключение, как карабкание в гору, it's not that the view that you get from the top of the mountain is. Это не то, какой вид вы получаете с вершины горы. That fantastic. Это фантастично. It's about the process. It's about the trip and what you experience. Это самое интересное здесь. Это не что иное, как сам процесс карабкания в гору, сам процесс. And so that's the way that we saw these things. Это то, как мы рассматривали все эти вещи. I look back over that time and I see some high points like riding a motorcycle at high speed across a lake. И я вспоминаю такие яркие моменты, такие взлеты, как, допустим, поездка на мотоцикле через озеро. And I suppose one of the worst things that I did. Я полагаю, что одна из самых худших вещей, которые я сделал, was bungee jumping for apples. Это банджи-джампинг, то есть прыжки на канате, чтобы достать яблоки. Do they have a thing in Russia at a fair like this where you bob for apples? Есть такая традиция на российских шоу, на таких фестивалях, чтобы на гибком канате прыгать за яблоками. Okay, so in America, it's around what we call Thanksgiving. В Америке это вокруг праздника, который известен как День Благодарения. And you put apples on top of a barrel of water and you try to grab them with your mouth. Дело в том, что бочка с водой, туда помещаются яблоки, и вы пытаетесь поймать их собственным ртом. But it's impossible unless your mouth is bigger than the apple. Но это невозможно, если только ваш рот не больше, чем размер яблока. So it's kind of a funny thing at a fair to do. Для ярмарки, для фестиваля это забавная вещь, которую можно сделать. But you know that you can't do it. Но вы знаете, что вы это не сможете сделать. Now imagine going up about 30 meters in the air on a bungee cord and having to come down and bite that apple. Представьте себе, что вы находитесь на высоте 30 метров и вы подвешены на резиновом тросе и пытаетесь поймать со скоростью яблоко. That's horrible. Это ужасно. Еще читателя газеты «Метро» интересует, какой процент легенд оказался неправдой. Вы вообще вели какую-то статистику, что такое подсчитывали?
Yes, I think there were about. It was actually pretty evenly distributed. About 30% confirmed, 30% plausible, and 30% what is it? Итак, распределение такое: 30% не подтвердились, 30 вероятно и 30 то, что миф был разрушен. Не точно, но more or less. Он более-менее. Окей, последний вопрос из почты. Это вернется ли шоу? Я, конечно, вернется, но с другими ведущими, да? Discovery is trying to do Mythbusters 2.0. Discovery пытается сделать Разрушители Легенд 2.0. I told him I wouldn't have anything to do with it. А я сказал, что я с этим никакого дела иметь не буду. Потому что это не, как сказать, in the spirit of Mythbusters. Это не в духе Разрушителей Легенд. Почему вы закрыли проект? Why did we close the show? Why did we close the show? Почему мы закрыли шоу? Потому что наконец это время. Пришло время. Просто наши журналисты говорят о том, что вы решили закрыть проект на самом интересном месте, на пике. Это ваши слова или наших журналистов? Он только что говорил об этом. Так сказал. Ну, опоздал. Ну, чьи это проблемы? Да, мы решили это время, когда мы on the top. Когда мы находимся на вершине. Это ваши слова, да? That's your words? What? Well, yeah, we decided to close at the top because we figured we had мы сделали нашу работу. Да, мы решили закрыть это, потому что мы считали, что сделали нашу работу. Мы сделали хорошую работу, я думаю. Спасибо. Не нужно сделать что-то до того, так это плохо, да? Нужно сделать что-то хорошо, и когда время конец, так что? А что-то новое может быть? We should, Да, давайте, у нас есть волонтер с микрофоном. Майя, можете задать вопросы. Теперь вы. Я иду туда. Джейми, что-то новое будет? Нет? Так, раз. Микрофон там находится сзади. Алло. Здравствуйте. Я безумно рад вас видеть, потому что действительно на ваших шоу, то есть мы выросли, ну, какая-то часть нашего поколения, думаю, что со мной каждый согласится, да? Отдельное спасибо вам, как, скажем так, знакомому легендарному ведущему это шоу. Вот, и такой простой, но интересный вопрос, наверное. Что из 250 эпизодов, которые вы отсняли и, скажем так, выложили, да, то есть на общее ознакомление, в каком из этих эпизодов, вот, по вашему мнению, то есть запомнился именно, скажем так, суть самого сюжета, и, может быть, были какие-то казусы, которые вот вы точно помните, и они как бы самые такие для вас явные и ясные, ну, которым вы делитесь, например, в кругу там, каких-то близких друзей, вот, которые, ну, скажем так, вас любят и любят ваше шоу. Спасибо. Я уже запутался от того, что хотите спросить.
Деньги. А нам запомнилась бетономешалка. Разрешите вопрос. Я тоже очень вас люблю, вырос. можно сказать, Погромче, на вашем- пожалуйста, микрофон. Слышно? Теперь да. Да, в общем, я вас тоже очень люблю, я вырос на ваших шоу, и я заметил, что вы очень погружены в работу, и мне интересно, как ваши близкие, семья относятся к этому, как вы с ними встречаетесь часто, и расскажите, если еще не сложно, как сложилась судьба Адама, вы с ним дружите по-прежнему? Я никогда не был друг с Адамом. Мне не нравится Адам и наоборот. Было 25 лет, когда я знал Адам, и никогда не был раз, когда мой поддерживали отношения. Это важно. Это важнее. Это ладно, если не нравилось кто-нибудь, кто-то, но это важно иметь респект, уважение. And so the way that it worked with Adam and I actually irritated each other quite a lot. Мы достаточно часто раздражали друг друга. But we were able to maintain respect because we understood what each of us brought to the table in our own way. Но мы, тем не менее, поддерживали чувство уважения друг к другу, потому что знали, что мы оба привносим что-то свое, что называется, и выкладываем на стол. And we found that it was interesting that the very thing that made this difficult, И то, что составляло особую трудность в данном случае, the very thing that we didn't like about each other was a strength. Что нам не нравилось друг в друге, это сила. Because it allowed a kind of binocular vision, or Потому что это позволяло, что называется, использовать бинокулярное зрение or perspective или чувство перспективы. on a problem. Чувство смотреть на проблему, на задачу с перспективой. Otherwise, as far as other people, what was the question about? А повторите его вторую часть вопроса. Oh. What about my family? Что по поводу семьи? I'd put it this way. Скажу таким образом. With both Adam and I, Для нас обоих, для меня и для Адама, if we call home to our wives in the middle of the day at an unusual time, если мы позвонили домой в середине дня в необычное время жене, надо сказать, я ладно. Немедленно. There have been times that, you have to remember that we were making our living replicating circumstances under which people got maimed and killed. Дело в том, что мы реплицируем, то есть воспроизводим ситуации, обстоятельства, в которых люди часто погибали. So understandably, our wives were very concerned. То есть, что вполне понятно, наши жены были очень озабочены. Нам об этом не говорили.